Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший меренговый рулет с вишней. Этот потрясающий десерт готовится очень легко. При этом он очень вкусный и очень низкокалорийный. Первым делом приготовим начинку. Нам понадобится 300 грамм вишни. У меня это замороженная ягода. Я нагрею ее немного на плите, чтобы она оттаяла и пустила сок. Чтобы получить сочную вкусную начинку, которая при этом не будет вытекать из рулета, необходимо загустить этот сок. Я буду использовать ксантановую камедь, но для получения похожей консистенции можно использовать также кукурузный крахмал. Добавляю 1 грамм камеди и подсластитель. Тщательно размешиваем до полного объединения. Камедь загущает сразу. Доводим эту массу до кипения, постоянно помешивая. Получается вот такая сочная, аппетитная, сладкая вишня. Теперь можно начинать готовить сам рулет. Нам понадобится яичный белок. У меня это 210 грамм воды и 30 грамм сухого яичного белка альбумина. Но можно использовать и свежий яичный белок общим весом 240 грамм. Это 6 белков крупных куриных яиц. Я тщательно размешиваю альбумин и оставляю его набухать в воде на несколько минут. После набухания он расходится в воде намного быстрее. Перемешиваем. Если все же остались небольшие комочки, это не страшно, они легко разойдутся в начале взбивания. К белкам добавляем 1 грамм ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент часто выручает нас в приготовлении ПП-десертов. В данном рецепте он даст белкам стабильность, которой им не хватает в отсутствии сахара. Если у вас нет камеди, то используйте объемный подсластитель, такой как эритрит или сироп. И в этом случае лучше воспользуйтесь другим моим рецептом меренгового рулета. А в этот рецепт можно добавить любой подсластитель по вкусу. Взбиваем белки на средней или средневысокой скорости до максимальной пышности. Масса должна быть абсолютно неподвижна при перевороте чаши. Слишком долго взбивать тоже не стоит, чтобы не перевзбить белок. Получается гладкая, пышная меренга, очень пушистая и нежная. Выкладываем ее на противень, застеленный антипригарным ковриком. И распределяем ровным слоем. Поверхность коржа можно присыпать миндальными лепестками или просто дроблеными орешками. Отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 17 минут. В это время можно приготовить крем. У меня это будет новый вариант ПП крем-чиза, которого еще не было на моем канале. Понадобится 320 грамм творожного сыра, 300 грамм мягкого творога и подсластитель. Если у вас есть планетарный миксер, то он очень упростит вам задачу перемешивания этого крема. Подойдет любая насадка для перемешивания, но не венчик, взбивать этот крем не нужно. Перемешиваем до однородности. Получается вот такой гладкий, однородный и очень вкусный крем. Ссылку на другие варианты ПП крем-чиза я оставлю для вас в описании к этому видео. Корж выпекался 17 минут. Потом я выключила нагрев и приоткрыла дверцу духовки для постепенного охлаждения. Сам корж остался светлым, а орешки немного поджарились. Получилось очень красиво. У меня кое-где корж прилип к противню. Я отделяю его лопаткой. Переворачиваем корж вместе с ковриком на другой коврик, лицевой стороной вниз. Снимаем коврик. Он отходит очень легко, если корж хорошо пропечен. Наносить крем нужно сразу, когда корж еще едва успел остыть. Внутрь рулета пойдет 440 грамм крема. Остальное мы используем в декор. Распределяем крем ровным слоем. И выкладываем начинку. Я выкладываю рядами, чтобы в каждом кусочке рулета было достаточно ягоды. Сразу закручиваем рулет. Очень удобно скручивать с помощью коврика.
Он фиксирует ваш рулет по всей длине, а руками в это время можно подгибать и выравнивать. Слегка прижимайте рулет, чтобы он плотно соединялся с кремом. Рулет пока очень нежный, и чтобы его перенести, подложите доску или подложку прямо под коврик и немного передвиньте рулет, вытаскивая коврик. Накрываем рулет пищевой пленкой со всех сторон. И уже в пленке придаем ему ровную форму, если требуется. Отправляем рулет в холодильник на 4-5 часов. Оставшийся крем понадобится для декора. Перекладываем его в кондитерский мешок и храним в холодильнике до готовности рулета. Итак, рулет застыл, пропитался, он уже плотный и хорошо держит форму. Снимаем пищевую пленку, срезаем неровные края. Я аккуратно переношу его на другую подложку. И декорирую кремом верхушку рулета. Тут можно выложить крем любым способом. И полосы, и розочки разного размера, выложенные совершенно разными насадками, смотрятся красиво на этом рулете. В качестве декора у меня сегодня кусочки сублимированной вишни, выложенные рядами. Сначала кладу крупные кусочки, потом дополняю мелкими. И веточки розмарина. Мне кажется, это очень красивое сочетание. Вот такой аппетитный и сочный рулет получился. Сладкий меренговый корж очень мягкий и пышный. Нежный и вкусный сырный крем и потрясающая вишня. Вместе это очень вкусно. Давайте его разрежем. Кстати, миндальные лепестки, которые попали и внутрь рулета, и снаружи, очень хорошо вписываются в его вкус. Они дают легкую хрустинку и сочетаются со всеми остальными слоями. В каждом кусочке очень много сочной вишни. Меренговый рулет – это потрясающее лакомство. А в данном варианте еще и низкоуглеводное и низкокалорийное. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!